вопрос локдауна, учитывая, что он выносится в информационное пространство уже с завидной постоянностью, очевидно, штука решенная. И я так предполагаю, что как только порог заболеваемости превысит или подойдет вплотную к отметке 20 тысяч, его введут. Причем я, кстати, очень сомневаюсь, что это будет сделано, как говорил нам премьер, с обязательным предупреждением всех об этом. Нет, просто скажут, что ситуация чрезвычайная и введут его там, в течение 1, 2, 3 дней. Теперь самое сложное, ну что делать нам? Да я не знаю, что делать. Вот никто не знает. Беречь себя надо. Видите, на правительство, на государство надеяться, ну это просто уже полный абсурд. Обещают предпринимателям какие-то 8 тысяч гривен. Я вообще молчу, откуда они собираются эти 8 тысяч гривен взять на каждого. Но другое дело, вот кто мне ответит, а почему 8 тысяч? Почему не 8 500? Или, условно говоря, почему не 7 800? Вот общался с чиновником Минфина, они не знают базу вот этих вот расчетов. Просто дивіться, красивая така цифра. Якщо ви вже заговорили про ці 8 тисяч, то я тоді хочу так у вас от і запитати, наскільки це є допомога бізнесу, а не соціальна допомога? Ну, я зараз поясню своє запитання. Ну, 8 тисяч – це про що і як? Ну, тобто, так само 8 тисяч. Ми про що говоримо і як це сформульовано? Що це усім, хто втратить взагалі можливість заробляти гроші і залишиться без будь-якої копійки. Це соціальна допомога, це не допомога бізнесу. Допомога бізнесу – це комплексно розроблена програма. У нас єдине, що колись було і про що говорили, це 5-7-9. І це не... Разова виплата. Разова виплата. Ну, тобто вона не може називатися допомогою бізнесу. І тому, коли ми кажемо про те, ну, я чому питаю, що нам робити? Нас то введуть в локдаун. Виведуть вони кого і як? Видите, давайте по поводу вот 8 тысяч посмотрим на примере. Если не ошибаюсь, максимальная помощь по безработице в Киеве 7 тысяч, по-моему, 400 гривен. А то вони трошки більше. Да, теперь давайте посмотрим. Сейчас начинается период, вернее, он уже идет период отопительный, ну и средняя платежка за квартиру, который никто не отменяет, да, будет приблизительно там, ну, средняя по Киеву, очевидно, 1800-200. Ну вот, получается, оставшиеся деньги нужно будет распределить на лекарства, на продукты. Ну и сами можете, наши зрители, посчитать, насколько этих денежных средств вам хватит, если вы откажетесь от всего, кроме продуктов и лекарств. Так просто так виходить, ми швидко отримаємо ці гроші. Ну, дивіться, якщо ми зможемо розплачуватися навіть за опалення. А я думаю, що тоді будемо, знаєте, себе рятувати від спеки, якщо комусь доведеться ці... Смотрите, президент просто имеет намерение внести Верховную Раду на рассмотрение. Ну, так как президент Зеленский и все можновладцы страдают у нас таким заболеванием, которое называется политический Альцгеймер, то я очень не уверен, что сумма 8 тысяч гривен, пусть при всей своей минимальности и усредненности, тоже будет кому-то распределена. Вы сегодня только приводили пример, что повышение зарплат переносится. Вспомните, как месяц еще назад нам говорили, что это чуть ли не политический, экономический прорыв. И все-таки, несмотря ни на что, действующая власть выполняет свои обязательства по поводу того, что мы становимся жить лучше. И вот вам, пожалуйста, кукиш с маком, да, а не повышение минимальной заработной платы. Поэтому вот самое главное, этот вопрос вы задали мне, но я задаю его и себе, и всем. Как выживать в этой ситуации? Давайте в пана Тараса запитаємо. Я не вижу пока ответа. Можливо,